Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. Эра целлофановых пакетов на пультах уже прошла давным-давно. Наши пульты, конечно же, загрязняются. В основном это пульты на кухне. В нашем случае вот такой вот пультик от телевизора Philips. Он загрязнился, и кнопки уже совсем плохо нажимаются. Внутри кнопок сальный такой налет, жир. И мы с вами вот сейчас его легко и просто разберем. То есть нам надо поддеть сбоку. Вот так вот. Вот так сбоку поддеваем, и он без каких-либо винтов и так далее, просто на защелках. Соответственно, так, хоп, все. Следом мы с вами достаем наши кнопочки. Вот они все уже приклеены, посмотрите. Все жирные и грязные, посмотрите, какой ужас. Также в таком же состоянии панелька внешняя. Все мы это складываем аккуратно в какую-нибудь чашу. Вот так вот. Микросхему мы с вами также достанем аккуратненько. Здесь у нас все должно быть аккуратно. Если что-то не идет, значит что-то где-то не открутили. Все, и вот такая вот панелька у нас с вами остается. И приступим. Для этого я выбрал вот такое вот средство на основе кислот. Это World Chem, турецкое средство. Мы его с вами уже много раз тестировали и показало на отличные результаты. Соответственно, берем. Вот так вот. И вот таким вот образом все мы с вами чистим. Можно даже оставить покиснуть минут 5. Только ни в коем случае не используйте средства на основе щелочи, потому что пластик может повредиться, разъесться от температуры, там еще от чего-то. Ну и в любом случае при использовании какой-либо химии на пультах и пластике рекомендую использовать на маленьком участке. Мало ли что может произойти. Я не переживаю, я уже это делал не раз. Также мы с вами почистим все кнопочки вот здесь вот внутри. Вот эту сторону чистить не надо. Здесь мы просто сполоснем и покажу, что мы будем делать дальше. Чистим только вот эти кнопки от загрязнения, от сальных отложений, которые были накоплены на кухне, так сказать. Я вас уверяю, после данной чистки ваш пульт будет просто вас радовать, как будто новый. Потому что все кнопки прочистятся, все будет мягко, чисто и работать будет, переключать каналы очень качественно. Вот эту основную панельку тоже почистили. Прям вот так вот, не жалея, не переживаем, ничего с ней не будет. Самое главное, микросхему не заливаем. Вот так вот хорошенько споласкиваем, просто под обычной водой. Если у вас пульты с батарейками, допустим, с аккумуляторами несъемными, я не знаю, есть ли такие или нет, либо на винтах, абсолютно все то же самое. Единственное, не мочим, не подвергаем никакой пока обработке вот эту вот пластину. И нежелательно тереть кнопки, которые замыкают эту пластину. Это вот эти вот кнопки, вот эти вот штучки внутри, которые приклеены на сами кнопки. Вот они, видите, прямоугольнички вот эти. Вот их тоже тереть особо не стоит. Обычными средствами. Это домашний продукт для употребления внутрь. Градусов, я думаю, 72. Очень хороший практически спирт. В вашем случае, если есть спирт, можно использовать его, но ни в коем случае не вовнутрь. Все. Вот такой вот домашний продукт мы с вами влили. Берем ватную палочку. И сейчас многие скажут, там же масляные всякие эфиры, всякие масляные кефиры в этом продукте содержатся, в спирте их нет. Ну и черт с ними. Мы уже не раз пробовали данный метод, и все замечательно работает. Никаких проблем в этом нет. Просто протерли контакты и вытерли их вот так вот тампоном. Все, посмотрите, какая чистота здесь у нас получилась. Посмотрите. Просто великолепие. Следом мы берем наш основной пульт и точно так же наносим сюда спирт. Вот так вот. Самое главное, вытащите, пожалуйста, батарейки во время всего этого действия. Все, спиртом почистили. Можно контакты, ничего страшного. Вот так, спиртом все обработали. Чуть-чуть постояло, минуточку, прям минуточку. Минуточку постоял и протираем вот так вот, сильно не надавливая, чтобы не сломать микросхему.
Все. Проведя все манипуляции, мы с вами пульт должны собрать. Смотрите, какой чистый, никакого жирного налета и так далее на нем нет. Посмотрите. Все чистенький, ровненький. Единственное, что, конечно, от старости кнопки потерлись. Следом устанавливаем нашу очищенную микросхему. Все встает на свои места. И собираем пульт. Здесь нет ничего сложного. Также все просто защелкивается и все. Далее я видел очень интересный лайфхак. Допустим, приехали мы на дачу, есть у нас пульт, и почему-то осталась всего одна рабочая батарейка, больше нет. Берем, вот так втыкаем и пробуем. Соответственно, конечно же, ничего не заработает. Конечно же, телевизор не включится. Но на просторах интернета я увидел вот такой шокирующий, так сказать, для меня способ. Берем проволочку. Там они вообще использовали почему-то карандаш. Ну, с карандашом я заморачиваться вообще не хочу, но я видел лайфхак как с проволочкой, так и с карандашом. Так что выбрал я проволочку. Берем. Вот так вот проволоку установили. Соответственно, вот сюда вот ее поджали. Все, контакт есть, давайте пробовать. Я встал прям совсем близко к телевизору. Вот, посмотрите. Придерживаю контакты, жму на включение и ничего не происходит. Да? То есть, давайте еще раз проверим, что здесь все. Здесь провод на месте, здесь провод прижат. Давайте я прям вот так вот рукой его прижму. И там, и здесь для пущей достоверности вот так вот двумя пальцами. Все. И пробуем. И ничего у нас не работает, ничего не включается. При вас же меняю данную, так сказать, хреновину, да, на нормальную батарейку, и телевизор тут же включается. Все. Единственное, что нет сигнала, у нас не подключена антенна. Что карандаш, вставленный вместо батарейки, что кусок проволоки, вставленный вместо батарейки, работать не будет. Пульту нужно большее количество энергии, чтобы даже просто передать сигнал. А вот почистить пульт данным способом, который мы вам показали, совершенно нужно и полезно, потому что работает он теперь идеально, с легкого нажатия руки. Вот такой интересный лайфхак и полезный совет мы сегодня с вами попробовали и протестировали. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!